Девчонки, всем привет, доброе утро. Мы уже с Маратулей проснулись, позавтракали. Я уже с бельем разобралась, сухое сложила на место, и новую стирку у меня уже закончилась стираться, уже тоже развесила. Сейчас делаем ингаляцию. Что-то Марат очень сильно кашляет. Вроде ингаляции делаем, и сиропы пьем, и как-то нам особо сильно ничего не помогает. Нужно, наверное, еще будет сходить в аптеку вечером прогуляться. Вот, а сейчас делает ингаляцию, смотрит мультик «Монстры на каникулах», да? Тогда мы с ним позанимаемся, прописи попишем, почитаем. И у меня сегодня по планам еще борщик сварить. Нет, прописи чуть-чуть попишем и почитаем, да? Одну страничку, вот в азбуке 5 страниц. Хорошо, как скажешь, моя бусинка. Так что вот так сидим, дышим. Приступили мы с Маратом уже к занятиям. Сегодня у нас по плану прописи, которые нам дали в садике, и потом будет чтение с такими заданиями на развитие логики. Ну, а я, пока Марат пишет, параллельно решила привести в порядок ноготочки. В принципе, Марат с прописями и сам неплохо справляется. Я больше, так скажем, нахожусь в роли наблюдателя, но иногда он все же спрашивает у меня, как правильно написать, или просит меня посмотреть, красиво ли у него получилось, просит его похвалить. Вот таким образом мы занимаемся, ну и я тоже время зря не теряю, привожу ручки в порядок. Я шапка. У кого какая шапка, да? У мальчика с телефоном. Не красная и не зеленая шапка. Ну смотри, где мальчик с телефоном? Так надо разобраться. Вот. Если у него не красная и не зеленая шапка, то какая? Голубая. Голубая. Дальше. А у хмуроковалчика Ай. не красная и не синяя и шапка. И шапка, а шапка. Понял, что Шапка. прочитал? Понял. Вот, где хмурый мальчик? Какая у него шапка? Ты прочитал? У Какая? него голубая. Нет. Прочитай еще раз. Так. Не. Красная и не синяя. И не синяя. Не красная и не синяя. Значит, зеленая. Значит, зеленая. Молодец. Дальше. Ну, сядь ровно. Какого цвета шапка у мальчика? Зеленой футболке. В зеленой футболке какого цвета тогда шапка? У этого с телефоном какая была шапка? Голубая, значит, ему нужна Да, голубая. а у хмурого мальчика какая шапка? Фиолет. Нет, шапочка. Зеленая. Значит, у мальчика в зеленой майке какая шапочка? У него голубая. Нет, голубая. У этого голубая, Да. а у него красная. Красная. Молодец, 5. Дай пятюню. Дай 5. Пятюню. 100 пятюню. Давай. Так. Отполив. От боли. Пью. Нет, Марат. Внимательно. Отполи. Выпью я конфетку. А дальше? Какую конфетку? Маша. Маше, Марат. Давай внимательно. Маше подарю там лет Таб.
таблетку. Ну, все Мне понял? надо, чтобы он подарил ей то есть подарил конфетку, Да. а она ей подарила таблетку. Ну, практически правильно, только не так. От боли выпью я что? От боли что? Лекарство. Таблетку. А Маше подарю что? Конфет. Конфетку. Ну, Так. почти молодец. Давай, и последнее. Только не выключи. Ну, Так, давай. медведь. Не медведь, Марат. Медведь Сосредоточься. Медведь. оказался в баяне. Дальше. Я играл на капкане. Что это за слово, знаешь? Как это называется лучше? Капкан. Капкан. Это ловушка, ты Капкане. знаешь, да? Молодец. Ну и как тут? Что тут напутано? Как Надо, правильно чтобы будет? медведь попался в капкан, а Да. он играл на рояле. Ну, на баяне, На да. баяне. Умничка. После занятий у Марата был перекус, потом мы сделали еще одну ингаляцию, я уже приступаю к кухонным делам. Накануне мама приготовила холодец, отварила картошечку и сделала свекольный салатик, поэтому готовки у меня сегодня немного. Раз второе блюдо у нас еще осталось, то сегодня мы решили только сварить супчик. Мама, кстати, отварила достаточно много свеклы, и вся свекла на салат не ушла, и мы решили, что нужно приготовить борщ. Давно не готовили, очень захотелось. Ну и тем более свекла осталась уже отварная и натертая. Борщик сегодня я буду варить на свиных ребрышках. Я их заранее достала из морозилки, они у меня за ночь разморозились. Также я на несколько часов их замочила в воду, потом из воды достала, промыла, нарезала и уже поставила вариться бульон. И пока бульон начинает закипать и вариться, я уже решила заранее подготовить овощи. Я сейчас все сначала начищу, потом помою и тогда уже начну все нарезать и натирать для приготовления зажарки для борща. Все люди готовят борщ по-своему. Я, конечно же, абсолютно не претендую на то, что мой рецепт самый верный и что я его варю по всем правилам, просто решила с вами поделиться и рассказать вам о том, как его готовлю я, и в каком виде его любит кушать моя семья. Для начала я отвариваю мясной бульон. Обязательно параллельно при варке бульона, когда закипает водичка, знаете, девчонки, всегда пенка образуется от мяса, я ее, конечно же, всегда снимаю. И когда уже бульон будет полностью готов, тогда я буду туда отправлять отвариваться картофель. Ну а пока бульон готовится, я подготавливаю все овощи. Картошечку я тоже заранее нарежу. Буду, кстати, нарезать его такими довольно-таки мелкими кубиками. Я, в принципе, во все супы картошку нарезаю довольно-таки мелко. Такая привычка у меня выработалась, когда Маратик был маленький. И он уже, так скажем, кушал вместе с нами взрослую еду. И я нарезала все мелко, привычка осталась. Да и, кстати, мне довольно-таки нравится даже не крупно нарезать картошку и вообще овощи для супа, а, так скажем, чуть меньше среднего. И также всегда борщ я готовлю на зажарке. Далеко не все супы я готовлю на зажарке, но именно борщ зажарку делаю обязательно. И давайте вам расскажу, какие овощи я использую. Использую я для зажарки лук, морковь, сладкий болгарский перец, капуста у меня тоже идет в зажарку. Но я знаю, что большая часть людей капусту добавляют именно в кастрюлю и отваривают. Я же всегда добавляю капусту именно в зажарку. Также свекла, помидоры и чесночок.
Сначала я обжариваю лук, морковь и сладкий болгарский перец, потом добавляю туда нарезанную капусту, вот, и сейчас я уже подготавливаю помидорки. Если нет у меня свежих помидор, то я иногда использую такие чоппит томатос в банке. Вот шкурку, кстати, я как-то никогда не снимаю, мы в супе ее не ощущаем, она нам там не мешает. Вот, но если вы так не любите, то в принципе можно тогда сделать небольшие надрезы на помидорах, вот, залить их кипятком, потом холодной водой и снять шкурку. Вот когда капуста обжарится, я добавляю туда уже помидоры нарезанные, также натертую отварную свеклу и чесночок. В бульон я уже отправила отвариваться картофель. Зажарка у меня тоже практически готова. Сейчас самое время добавить специи. В суп я добавляю соль. У меня это вкусная соль из фикс прайса. Можно использовать обычную. Также немного этой же соли я добавляю и в саму зажарку. Потом в зажарку я добавляю молотый перец. У меня это смесь перцев. Молотый мускатный орех. Также в бульончик я еще добавила такую приправу для супа. Она без соли. Там все только натуральные сушеные овощи, без всяких добавок. Очень хорошая приправа. И также в зажарку я добавляю концентрированный лимонный сок. Можно заменить на уксус, например. Вот, и томатную пасту. После того, как я добавила все специи и томатную пасту, я оставляю зажарку на огне еще буквально на 5 минут, после чего добавляю зажарку в борщ. Также в супчик по вкусу можно добавить немного сахара и пару лавровых листиков. Оставляю супчик вариться до готовности, и в самом-самом конце я потом еще добавлю немного замороженного укропчика для аромата. Ну а пока борщ доваривается у меня, я решила также сегодня протереть быстренько кухонные фасады. Протираю я фасады на кухне где-то примерно раз в неделю, иногда бывает чаще, но все, девчонки, зависит от степени загрязнения. Если я вижу какие-то пятнышки, понятное дело, я не буду ждать целую неделю, я сразу же возьму их и быстренько протру. Никакую убойную химию я для этого не использую, беру обычное средство от Фрош для очистки стекол из зеркал и бумажным полотенчиком вот быстренько пробегусь по фасадам. В прошлом видео я попросила вас, девчонки, задавать мне вопросы. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись на мою просьбу. На все вопросы, конечно, к сожалению, я сейчас ответить просто не успею. Но давайте буду в каждом видео постепенно отвечать на ваши вопросы. Вот. А сегодня я, наверное, отвечу на вопрос касаемый уборки. Он будет как раз кстати. Этот вопрос мне задала Лиля. Лиля у меня спросила о том, в каких помещениях, в каких комнатах в квартире я больше всего не люблю прибираться. Спасибо, Лилечка, огромное за вопрос. Отвечу так. Я вообще очень люблю делать уборку. Меня этот процесс очень расслабляет, успокаивает. Он мне дает возможность побыть наедине с моими мыслями, но люблю я делать уборку больше всего, когда я нахожусь дома одна и когда меня никто не отвлекает. Но, к огромному сожалению, у меня практически нет такой возможности, поэтому как есть. А вообще убираться я люблю. Каких-то любимых или нелюбимых комнат, помещений у меня, наверное, нет. Везде требуется уборка, как бы везде и ее и делаешь. Как-то я не задумывалась никогда об этом. Ну, а если назвать самое мое любимое действие, то, наверное, девчонки, я вот не буду оригинальной. У меня это, наверное, как и у многих, это расхламление. Обожаю просто поперебирать полочки, поползать, посмотреть, поперекладывать, попереставлять вещи, местами обожаю. Хотя это, конечно же, не требуется так часто, раз-два в год всего лишь навсего. Вот. Не так часто, как обычно уборка, так скажем, которую нужно проводить что-то каждый день, что-то раз в неделю. Поэтому с уборкой у меня хорошее отношение. Люблю это дело и считаю очень важным. Все, девчонки, борщик наш готов. Можно садиться кушать. И вот часть зажарки я оставила. Она как раз остынет, когда мы вернемся с прогулки, потому что мы сейчас покушаем и пойдем пока
Не стало темнеть, нужно еще успеть прогуляться и в аптеку забежать. Вот, и когда вернемся, как раз уже остынет вот эта зажарка, я ее переложу в пакетик из магазина Икея, такой зип-застежечкой, и отправлю в морозилку. Вот, и в следующий раз, когда мои запросят борща, можно будет его приготовить намного быстрее и без лишней грязи на кухне. Очень мне нравится такую заготовочку делать в морозилку для борща. Очень удобно. Вот, ну и плиту надо будет. Она так не сильно грязная, но все равно какие-то брызги есть, помыть. Но это будет все потом. А сейчас будем с Маратом и с мамой кушать супчик. И вот, и пойдем прогуляемся. Садимся мы уже кушать. Я уже всем налила по тарелочкам со сметанкой. Вот такой ароматный, симпатичный борщик достаточно насыщенного цвета получился с ребрышками. Так что и нам приятного аппетита, и вам приятного аппетита, если вы кушаете во время просмотра этого видео. Вот мы с мамой будем кушать на кухне. Ну, Маратуля, как обычно, в зале под мультики. Вот, ну, неважно. Самое главное, что ребенок поест. Вот, и тогда пойдем. Нам еще, кстати, ингаляцию нужно сделать, но нельзя делать ингаляцию перед прогулкой, поэтому мы уже сделаем ингаляцию 3-й раз вечером, когда вернемся после прогулки. Ладно, буду кушать, пока супчик не остыл. У нас сегодня дождливая погода, но мы все равно вышли на прогулку. Марат такой смешной в этом плащике. Маратуля! Марат! Марат! Покажись! Какой ты смешной в этом плащике. Вот так вот мы кашляем, да, сидя дома. Поэтому сейчас пойдем в аптеку за сосновыми шишками. Будем заваривать и пить. Да, в садик так и не ходили мы ни разу после коронавируса. Где успел хватануть, непонятно. И ни в магазине не был нигде. Выходили только на улице гулять. И вот где-то простыл, кашляет, как заправский. Никакие сиропы от кашля нам не помогают. Вот. Но кроме кашля ничего нету. В принципе, у него температуры нету, только вот кашляет так. Поэтому попробуем полечиться, позаваривать сосновые почки. Вот сейчас идем гуляючи в аптеку. Не оказалось в нашей аптеке в наличии сосновых почек. Она посмотрела, что их можно заказать, аптекарь предложила, что они могут заказать, но заказать это значит нужно ждать, а ждать я не хотела и попросила, может быть, она что-то другое нам предложит, и она предложила вот такой вот бронхиальный детский чай. Очень удобно он в пакетиках, вот я уже Марату заварила. Здесь 24 пакета, пить 3 раза в день. Вот заливаешь просто крутым кипятком, ждешь 15 минут, потом можно добавить либо сахар, либо мед, но лучше мед, конечно. Вот, и давать ребенку 3 раза в день пить такой чай. Чай у нас Марат пьет, поэтому я думаю, что в принципе будет пить, никуда не денется. И он такой, ну, приятный такой травяной у него. Аромат, в принципе, как у обычного чая. Вот, и стоит такой чаек 2,65. Ну, посмотрим. Не знаю, очень надеюсь, что поможет. Вот, а вообще мы почти уже допили банку вот такого сиропа от кашля, и он нам не помогает от слова совсем. Но, по крайней мере, я не вижу, чтобы у Марата были какие-то улучшения. Вот, и дышим вот таким вот физраствором. Здесь вот такие ампулки. Ну, вот как-то так. Честно, девчонки, врачу еще не звонила, потому что у него ни температуры, ни насморка как такового нет, просто кашель. И, честно говоря, сейчас время такое, мало того, что локдаун и такая бешеная заболеваемость коронавирусом, у них там сейчас столько работы, что не хочу пока ее беспокоить, попробуем как-то сами. Вот, также продолжаем дышать. Естественно, допьем уже этот сироп, но не выкидывать же его раз уж. Ну, там, в принципе, чуть-чуть осталось, может быть, на пару раз. Попьем этот чаек, и если я буду понимать, что все эти меры не срабатывают, тогда все-таки придется врача побеспокоить. Вот. Хотя на дом они сейчас не приходят. Тащить ребенка лишний раз в поликлинику тоже не хочется. А что по телефону нам не скажет, она же его не послушает. Ой, не знаю, девчонки, ну вот пока как-то вот этим арсеналом будем лечиться. Надеюсь, это поможет.